Привет! Приехал в деревню тайской бабушки гостинцы забрать из рыбки. Погнали со мной, посмотрим, что там есть. Сегодня приехал вот в такую интересную деревню, которая располагается прямо на воде. То есть вокруг только деревья, которые тоже в воде. Но до нее есть вот такой небольшой мостик, по которому можно добраться. Либо, как все местные, катаются на лодках. Как мы на машинах, только они на лодках, домой и к дому. Это место – рыбацкая деревня под названием Банбанг-Линг. Расположена на юге Таиланда, в провинции Пангна. Тут продают крабов, которых здесь же ловят. Удобно. Я думаю, тут цены гораздо меньше, чем на Пхукете. Ну да, по 150 за килограмм. Это гораздо меньше. Но в целом деревня не такая уж и необитаемая. Все сделано для того, чтобы туристы приезжали. То есть первая улица, главное, когда сюда заходишь, в эту деревню, это торговая. Все продают. В основном сушеную рыбу, либо сырую рыбу, живую еще. Либо готовят здесь же на берегу. Даже вон есть, где украшения продают. То есть такой даже более-менее современненький магазинчик. И тут же вот чей-то домик. Ну вот полноценные магазинчики прям. Видимо, где-то в оптовых скупили а-ля лотусов или макро и здесь продают. А вот здесь кто-то лодочку свою припарковал рядом с домом и сушит рыбку. Кит стащил рыбку. Hello. Вот Тайка сушит креветки. Накидывает на палочку и сюда. Вот такая кафешечка на окраине деревни. Тоже находится на воде. На лодке подплыл в кафе и потом домой. Ну, если выпил, нельзя, наверное, за руль. Надо уточнять у местной полиции. Вот в таких домиках живут местные. Единственное, море здесь под ними грязное очень. Даже видно, если вдаль посмотреть, там, я покажу с дрона, будет разграничение сразу прям по цвету воды. То есть, где они живут, она мутная, а где уже нету их домов, и они меньше, скажем так, тусуются, вода уже чистая, можно купаться спокойно. А вот то, о чем я говорил. Если посмотреть вдаль, то невооруженным взглядом сразу видно разделение моря на грязную часть и чистую. Помимо рыбаков, возле этой деревни поселились в мангровом лесу еще и обезьяны. Но как я ни пытался, я их так и не нашел. Честно сказать, я тут походил
полчаса, и настолько запах рыбы уже надоел жить. Мне кажется, я сам уже весь рыбой пропахся. Как не знаю, что. Везде рыба кругом лежит. Не местами, а половина места она протухшая. Либо не успели продать, либо разделали или кинули ее просто, что скорее всего. И все это воняет очень сильно. Он тается в воде полностью, моет лодку свою. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Вот такие небольшие пирсики, куда они швартуют свои лодки. Вот. Один ремонтирует свою лодочку, которая по своему виду уже устала, по-моему, еще несколько лет назад. Так, тут явно уже какой-то прям частный сектор. Надо, чтобы нас никто не выгнал. Ну вот так в целом. Утка плавает. И мужик моет лодку. Hello! How are you? Вот так вот моет лодку. Молодец, зато следит за, скажем так, своим транспортом, чтобы все было в неплохом виде, скажем так. Вот тут совсем уже прям закрутили. Ну тут тоже что-то готовит. Hello. Кит. Вот такие есть интересные, качественные домики на воде, где живут тайцы. Вот даже забор сделал себе кто-то. Правда, непонятно тут зачем забор, но выглядит все довольно-таки интересно. Даже байк он есть, серьезный такой. Пройдем, посмотрим этот домик поближе. Ну, хороший домик, современный. Киса с курицей отдыхает. Но котики явно не рады гостям. В общем, уговорил я мужика за 300 бат меня покатать по каким-то неизведанным местам. Куда-нибудь, может быть, даже упасть. Что он говорит? Так, подожди, братишка, чтобы я не разбился тут нигде. Сюда запрыгиваем? Ну, запрыгиваем. Опа! Вот такая штукенция. В общем, на таком дырчике едем. Это классические рыбацкие лодки в Таиланде. И на надежность этих лодок можно только надеяться. Качало нас очень сильно, но воды в лодке не было. Это уже плюс. Что-то он мне рассказал, там говорит. Сейчас загрузим что-то запрещенное и повезем. Говорит, с туристами не останавливают. В общем, хитрый таец собрал какую-то команду куда-то увозить. Говорит, садись, поехали со мной за 300 бат, отвезем их. Посмотришь местные красоты. Ехали мы между мангов, и я надеялся увидеть тут обезьян. Но был прилив, и они тусили где-то в глубине мангрового леса.
В принципе, это интересный опыт. Прокатиться на лодке по мангровому лесу. Ведь сделать это можно не везде. И тут очень красиво. А если повезет, еще и встретить обезьян. Но это не про меня. Вот так все примерно это и выглядит. Вот вам одеяло Луи Виттон. Луи Виттон, наверное, не знает о нем, но оно есть. Кто-то палатку себе поставил прямо в доме. Что интересно, никто вообще не заморачивается. Вот она недовольна чем-то. Никто не заморачивается с какими-то постройками, ну, за исключением, которые вот я показывал. Ну, а так, в принципе, с чего было, с того построили. Что было, то постелили. И как есть, так и живут. Главное, у всех телефоны, я заметил, есть. Все современные ребята. Все ребята современные, с телефонами. Вечно что-то в интернете ищут. Вот такая птичка тут интересная. Тоже чувак отдыхает, не напрягаясь совсем. Hello. How are you? Нормально, нормально говоришь. Отстань от меня. Hello. Китайцы, они где устал, там и лег. Отдохнул. Вообще не заморачиваются. Куда, зачем, почему? Устал, значит, надо полежать, отдохнуть. И что там подумает, да вообще. Без разницы. Что-то как-то там орёт. А, это петух, что ли, орёт? Странный какой-то он. И все очень приветственные, улыбаются, здороваются. А, это тут вот кто сидит у нас. Такой большой сокол, по-моему, если я ничего не путаю. Который явно недоволен, что его тут привязали. Hello. Вот я же говорю, все приветственные, все дружные. Несмотря на то, что я заперся тут к ним в деревню, куда никто из туристов уже не проходит. Как я понял, если кто-то приезжает из туристов, то они на первой линии просто проходят, где магазинчики, смотрят и выходят по мостику, либо если их привезли на лодке сюда. Вот. А я тут шляюсь, где ни попади. Hello. Дядька говорит, что пес зашел сюда. Смотрящий, наверное. А я шучу, он нормально отреагировал. Продают всякие разные интересные штукенции. Из желе, еще из чего-то. Ну, это кокос, я так понимаю, порезаны в виде желе. Что-то засушенное, что-то непонятное. Ну, перевести можно через переводчик, не проблема. И бабушки отдыхают. Дядька на рыбалку собирается. Кого-нибудь поймает, наверное, сегодня. Вот такие ракушки интересные продают. Hello. Ну, в виде сувениров неплохо взять, мне кажется. Если их не выпустят. Мелкий бегает.
Будущий рыбак, наверное. Здесь прогуляемся. Вот туалетики есть, даже у них здесь для туристов. Все цивильно, все культурно. Это какая-то дом многоквартирный, 3 квартиры. Интересно, мне кажется, это, наверное, какой-то, может быть, даже отель для туристов, если кто-то захочет пожить на воде, что довольно-таки сомнительно. Кто-то в банках выращивает рыбок. Посмотрим. Непонятно зачем в банках. Ну, вот как-то так. Очень такая колоритная деревня. Интересная очень. Такую точно не увидишь нигде в туристических местах. Такое, чтобы видеть, я думаю, нужно ехать далеко будет. Как примерно я это сделал. Вот совсем прям далеко куда-то уходит. Мы туда прогуляемся. Посмотрим, что там. Главное не улететь никуда. Вот мужик, я как говорю, в телефон главное. И лежит, ютубчики залипает, наверное, выпуск мы смотрит. Надо подсказать им, посмотрел. А вот кто-то ребенка качает. Как прикольно. Hello! Довольно-таки интересно. Так, главное, чтобы я тут не упал, а то у меня тут так себе мостик, конечно. Ё-моё. Очень опасно. Страшно. Ну, как она качает. Так, что, стоит, не стоит, мне кажется, сюда идти, нет? Что-то такое сомнительное удовольствие, если честно. Есть вариант искупаться. То есть просто море, ничего больше нету. Палки в воде, деревья за домами, которые дальше там тоже как мангровы растут в море. И все. И ничего больше. Кто как мог, тот так и построил себе дома и так и живут. Вот тут, видимо, тоже какой-то дом был, теперь уже ничего нету. Вот тоже кто-то приехал домой на байке, припарковал и пошел. Тут ходить страшно, а они на байках катаются по этим тропинкам маленьким. И даже вот в этой вот маленькой раскривушке, я даже не знаю вообще, как тут вообще возможно. Тут тоже кто-то живет, он там шевелился, что-то с бока на бок переваливался, видимо. Я его потревожил. Деревня очень колоритная. Мне здесь все в ней понравилось. Особенно это люди. Они очень приветственные, всем рады. Даже те, кто занят, и им явно не до меня, они всегда здороваются и улыбаются. Вспомните того рыбака, который по шею был в воде, когда мыл свою лодку, но все равно был приветлив и улыбался. Месси. Девчонки крабов разделывают. Hello. Hello. Получается, крабовое мясо сушат потом. Thank you. Bye. Good day. Здесь ребятки что-то мутят с лодками. Вот такая мини-лодочка, наверное, детская. Что-то мужики делают. По-моему, моют лодки просто.
Hello. ดีสบายดีลูกสบายดีเดี๋ยววันนี้ก็บัตรประชาชนให้ที่ตกไม่ว่าเลยมือนั่นลูก Сейчас, походу, либо меня помоют, либо увезут куда-нибудь на лодке, чтобы не мешал им. Ну, в целом, ребята веселые. Что-то активно мутит, там ломает. Рыбак на сетях уснул. Полдня рыбу ловил, теперь отдыхает. Hello. Потом здесь он барщик продает рыбку сушеную всем. Трудолюбивый кот, выгодный. Такое странное. Ну кокосы попить в общем можно. И погрызть. Держи, мать. Это, в общем, кот, контролер продавца. Прогулка по деревне подошла к концу. Очередной вывод, что нужно быть добрее и приветливее. А я погнал искать новые интересные места, чтобы показать их вам.